Итак, всем добрый вечер. У кого ночь, у кого день, у кого какое время. Итак, дорогие друзья, во-первых, скажу, что фартовую силу нужно обновлять время от времени. Это очень нужно для ваших работ, для ваших дел и для вашей жизни. Второй момент. Мой алтарь немного отличается от вашего алтаря, поскольку у меня нет времени и места нет ставить тут. Вы можете там делать, а я должна руководить процессом. И у меня нет благовоний и свечей, собственно говоря. Да, и еще кофе я не поставила. Его можно поставить после, это не страшно. Я сегодня в любом случае много чего еще делала. Третье, я, наверное, этот алтарь не уберу. Давно хотела еще один ритуал показать. Как раз после чистки я этот ритуал сниму, только после этого уберу этот алтарь, поскольку мне просто жалко этот алтарь просто убрать. И далее. Итак, друзья мои, вы можете сфотографировать свой алтарь, вот этот призыв фартовой силы, и отправить Яне. Мы выберем такие красивые алтари, а можете все выберем, если они все красивые, и снимем как-нибудь клип. Кроме того, эти алтари я время от времени внедряю в книги, для того, чтобы люди видели, как вообще зрители, да, как эти алтари дома у себя собирают, ставят, делают, знают, как проводят эти ритуалы. Это будет стимулом для многих людей. В чем прелесть работы вместе? Привет, Ян. Прелесть состоит в том, что много тысяч людей призывают одну и ту же силу. И это придает особую силу и энергию любому ритуалу. Добрый. Я вот так вот спущу, показываю вам свои сокровища. Вы знаете, Зыкиной очень много дарили золота, серебра, очень много дарили необычных вещей, статуи, даже мебель дарили, кажется, XVIII века, французскую. Она это все не прятала. Извиняюсь. Опять этот чертов невроз. Она все это не прятала и открыто показывала, надевала на себя. Дома у нее все это стояло, лежало. То есть друзья могли, соседи могли это видеть. И когда у нее спрашивали: скажите, пожалуйста, Людмила Георгиевна, почему вы это все показываете? Это же как бы нескромно вот это все показывать, носить. И она говорила: это мне пришло от народа, и пусть народ любуется тем, что мне подарил. Понимаете? Так вот, это мне пришло от народа. Народ имеет право видеть то, что подарил. Вот я и показываю. Кроме того, у народа может еще и вкус воспитаться, знаете ли. Не так ли? Вот это вот замечательная вещь, если помните, я вам показывала. Это мне подарили. Вместе с похожим кольцом. Не комплект, правда, не его кольцо, но похожее кольцо. Это граната. Граната и золото. Это достаточно толстая и очень красивая вещь. И она достаточно дорогая. Я как-то вам показывала изначально, когда мне подарили, если помните. Замечательная вещь. Вот. И подарено заслуженно, между прочим, хочу вам сказать. Ну вот как такую красоту не показать, чтобы люди знали, на что ориентироваться, что красиво смотрится в золоте. Ведь не каждый умеет золото и носить, и как бы, знаете, даже у мастеров не у всех есть вкус.
Я смотрела арабский рынок золота, мне аж плакать захотелось. Там огромные куски золота, просто вот полукилограммовые золото, которые такие украшения сделаны, как от бижутерии просто не отличишь, понимаете? Смотришь, думаешь, блин, ну почему так разуродовали этот благородный металл? Это же страшное дело. Не все мастера умеют, понимаете? Много-много, вот лишь бы много было вот так сделать кусками, такие круглые такие цветы, что-нибудь, но смотришь и абсолютно вот понимаешь, что ну схоже вообще дешево смотрится. А вот есть работы, реальные работы, это итальянские в основном мастера. Работы, которые работы, просто работы. Конечно, не все красиво. Вот, например, выставка украшений Элизабет Тейлор, которая проходила в Москве, никому не понравилась. Хотя там очень дорогие, дорогостоящие, да, бриллианты, все. Она абсолютно не понравилась. Там были какие-то цветочки с эмалью, золотом, серебром, какая-то нелепица и бескусица. Люди сказали, ну, как бы, не нашлось людей, которые аплодировали этой красоте. Чего не скажешь, например, о коллекции Екатерины Великой, да? У нее был вкус. Она заказывала у мастеров специально, сама рисовала, сама чертила вот эту всю красоту. И по ее чертежам вот это все изготавливалось. Был вкус у человека? Был. Так, это у нас Паскаль Бруни. Вот показываю. Такая коллекция колец была выпущена. Называется «Императрица» или «Сиси». Так вот, Сиси – это в честь австрийской императрицы Сиси. Если кто не знает, у нее длинные красивые волосы очень были. Такая красавица была. И вот эта вот серия вот этих колец Сиси, и один из них мне подарено. Что-то они смотрятся, что здесь, ничего здесь нету, мне кажется. Это зеленый аметист, бриллиант и обычный аметист. Белое золото 700, какой пробы? 750. Внутри, видите, сердечко образуется. И вот, нет, она высокая, она все-таки на этот палец сегодня там немножко отекшая. Вот она. Ну-ка, концентрируйся, откройся. И эта коллекция ограниченная. Сейчас не все найдут его вот с белым золотом, если честно. Желтым, да, может быть. Это мне подарила женщина после того, как у нее в горах пропала семья вместе с туристами другими. И искали 3 дня. И вот уже хотели поиски прекратить, поскольку подумали, что уже их не найти. А после моей работы они вышли на связь и их нашли. Они сказали, что как будто некая сила их вела, просто вывела, и они вышли, спаслись. И она в благодарность подарила мне это кольцо. Это очень дорогое, красивое кольцо. Почему я вам показываю, дорогие друзья? Чтобы у вас был стимул, чтобы вы хотели тоже подниматься. Значит, мы сейчас не говорим о том, кому отказано, кому не отказано. У нас совсем другая тема. Чтобы вы тоже стремились, понимаете, к лучшему. Ведь ни у кого не было в начале все. Каждый человек сам создал. И никогда не завидуйте никому, дорогие друзья. Завидуя кому-либо или ненавидя кого-либо из-за того, что у него есть, у тебя нету, ты ставишь под сомнение решение судьбы. Ведь судьба дала этому человеку. А если судьба дала, значит, она посчитала нужным. Может быть, она дала
за заслуги. Может быть, она дала шанс этому человеку. Может быть, она решила этого человека за что-то наградить. И если ты ненавидишь и завидуешь этому человеку за то, что у него есть, ты ставишь под сомнение решение самой судьбы. А значит, она тебе ничего не даст. Научитесь радоваться за других. Все дано за тяжкий труд. Вы не знаете закулисную жизнь, особенно ведьм. Все дано за тяжкий труд. Никто из вас не будет столько тысяч людей с ними работать, с ними говорить, это все делать, успевать. У них перемены должны быть. Вы представляете, это какая ответственность? Это нелегко. Это очень опасная и очень ответственная работа. И поскольку не каждый берется за это, не каждому это по плечу, да, не каждый потащит этот груз, то, естественно, кто тащит, тому и даются, дорогие друзья, больше никак. А теперь перейдем к теме. Давайте я это положу сюда. Она тяжелая, достаточно тяжелая. Я ее просто, тяжело, особенно этот камень отяжеляет очень. Я хочу сказать, что с тех пор, как я провела с вами эти лекции о богатстве, с тех пор, как мы с вами познакомились, как вы начали делать ритуалы. Я же говорю, я сегодня посмотрела и просто заглядение. Я говорю, Ян, неужели это все создала я? Я не могу поверить, что я смогла вот столько создать. А с другой стороны, создала-то не я, а через меня это создано силами, понимаете? Дайте вот сейчас вот исправлю, не исправляется как-то. Вот. Это дано через меня силами вам. И вот с тех пор, как мы с вами работаем, как мы это все проводим, делаем, у многих людей много изменилось. Давайте будем честны. В отличие от Магуев сайта, бля-бля-бля-бля, бля-бля-бля, вот там прошлые жизни, реинкарнации, кармы и прочая белиберда, я занята делом. Я даю работы, которые меняют жизнь человека сегодня, здесь, в данный момент. Те, которые не могут это сделать, те, которые не способны дать такие работы, те, которые не способны менять человеческие судьбы, они говорят, нет, сначала надо о карме подумать, зачем вот золото, деньги, это не очень хорошо, надо вот карму почистить, надо прошлые жизни, какие-то там духовные пути достигнуть, и в общем и так далее. Знаете почему? Потому что так очень удобно отвести от себя, вот скажем так, подозрение в том, что они не проводники. Проводник – это человек, которому дано. Вот люди о чем-то думают, я на следующий день выкладываю этот ритуал, хотя мне никто не говорил. Почему так происходит? Потому что духи слышат вас и передают подсознательно, что надо ритуал вот на такой случай. Я беру, выкладываю. Это значит проводник, это значит, у человека есть связь с духами, понимаете? Так вот, вот эти бла-бла-бла-бла, надо сейчас там почистить карму, прошлой жизни, деньги, это все ерунда, надо главной жизни. Нет, дорогие друзья, это не ерунда. Ведьма приходит в этот мир, чтобы научить людей правильно жить, правильно просить, счастливо жить, получать сегодня, сейчас, быть счастливыми сейчас, своим детям оставить и уйти. Понимаете? Вот для чего приходит ведьма в этот мир. А если она, то есть та, которая назвала себя ведьмой, не способна что-либо поменять в жизни людей, то, естественно, она говорит, что главное не это, главное, чтобы карма была чистая, главное, чтобы это для них главное, потому что это их хлеб, понимаете? Вот сесть на ваши уши и нести ахинею, просто ахинею и больше ничего. Настоящее колдовство меняет жизнь. И больше ничего. Она должна работать. Мне говорят, как познать, вот, кто настоящий, кто нет. Я вам скажу, самая обычная элементарная вещь, как понять, кто настоящий, кто нет. Чья работа меняет вашу жизнь, она и есть настоящая. Вот и все. Понимаете, вот и все. Ни вот эти вот посиделки, ни в рестораны, ни какие-то круг силы, ни булки кидать, ни сидеть там, ни консилиумы какие-то проводить, ни какие-то отчетности тарологов слет. Здравствуйте, Марк. Ни прочее, понимаете? Не вот это все проводить, а реально просто работать.
показать действительно настоящую работу, которая поменяет жизнь человека. Все. Это и есть колдовство. Это и отличается от обычной болтовни и сила. Теперь, дорогие друзья, ведьма, колдун, значит, между прочим, вот это слово маг, вот даже понятия они не имеют, что такое маг. И говорят, я маг. Вот я читаю там, черный маг, там Анастасия. Дорогие друзья, маг – это жрец, и он мужского пола. Нету женщин-магов, быть не может. Маг – это жрец. Это жрец, это, ну, знаете, как друид, это как хранитель тайн и так далее. Западная магия, западная магическая школа. Когда я говорю магическая школа, это не значит, что там в школу ходят, а просто, ну, как бы западная часть магии, да, западное направление. Маг – это жрец. Человек говорит, я маг, там, маг Вера, маг Наташа. Я говорю, женщина, вы это гермафродит? В смысле? Я говорю, ну, в самом прямом смысле. Если ты маг, ты должна быть мужиком, твою мать. Не может маг быть женщиной. Маг – это жрец. Просто жрец, больше ничего. Понимаете? Дальше. У ведьм, вообще людей силы, не должно быть противоречий. Если человек говорит о древних богах, она не может иконами лечить или иконы ставить. Если человек говорит о древней силе, она не может вас призывать ходить в церковь, ставить свечи и прочее, прочее. У нее должна быть твердость, намерение, понимаете? Этот человек должен сам знать и верить в то, что вам говорит. Не просто вот отсюда взяли, оттуда взяли, рунами почистите дом, потом батюшку позовите. Ну, абсурдность, понимаете? Абсурда нет в магии. В магии логика во всем. Если я говорю, что древние силы вам помогают, а религии всего лишь созданы, чтобы вас контролировать, и они не настоящие, они фальшивые, я так и говорю, понимаете? И более ничего. Дальше пойдемте. Денежная сила. Вот откройте, посмотрите. Закон денег. Закон богатства. Что у нас еще есть? Армянская удачливость. И много чего я снимала, где я вам объясняла, дорогие друзья. Все приходит из ниоткуда. Люди, которые всю жизнь работают, откладывают копейка в копейку, они никогда не могут подняться. У них страх вечный. Да, они много работают и много зарабатывают, но у них нету, не получается. У армян есть такое выражение, матах называется. Мусульмане это, вот это называют курбан. Вот, например, в обращении между собой курбаном «мне бы стать жертвой вместо тебя». Ну, тут переводится, мол, ну вот, душенька моя, пусть я пострадаю, но не ты. Так вот, есть такая вещь, дорогие друзья, когда ты очень сильно хочешь, не можешь получить, обещай что-нибудь судьбе. Я почему говорю, надо быть щедрыми, надо оставлять, надо откупаться. Вот есть... Все, хватит, вот белые, черные, давайте. Белой, черной магии не существует, она одна. Сейчас места нету, то есть не к месту эти дурацкие вопросы обсуждать. Когда человек боится чего-то или в опасности, или ему очень надо, чтобы это получилось, чтобы женщина как бы родила благополучно, вот они боятся, да, и вот хотят, чтобы она родила благополучно. Они обещают силам, раньше силам, сейчас называют Бог, как хотите, что если разродится моя дочь благополучно, да, я обещаю, например, там зарезать барана, раздать людям или помочь какой-нибудь бедной семье. И так и получается. Силы слышат нас, силы слышат то, что мы им обещаем, они выполняют взамен на то, чтобы мы тоже выполнили данное обещание. Если у вас не получается что-то, ну, ни в какую. Вы делаете, но не идет. Обещайте что-нибудь судьбе. Например, что если ты мне поможешь, и у меня это получится,
я обещаю, ну, например, что сделать? Дать определенную сумму денег бедной семье, помочь им деньгами, или устроить на работу, или что-нибудь еще. Пообещайте что-нибудь. Это и называется жертвоприношение. Если человек спасся от аварии, если человек там попал в какую-то передрягу и остался в живых, родные, родственники обязательно приносили, оставляли откуп, то есть жертву. Раздавали людям, резали там скот, приглашали людей, угощали и так далее. Это архетип. Почему мы справляем, здравствуй, Илона, почему мы справляем день рождения, почему мы справляем свадьбу и прочее, прочее. Родился ребенок, я хочу откупиться, что-то отдать миру взамен на это счастье. Понимаете? Родился или ты нашел любимую женщину, ты хочешь этому миру что-то отдать. Это все откуп. Но во всем, дорогие друзья, имейте меру. Откройте, посмотрите, что расточительство опасно. Если человек теряет меру, если человек себя равнял с богами, он был за это наказан. И свадьба, и все что угодно должно быть в меру. Объясню почему. Если вот много раз было, когда свадьба, там на свадьбу 20 миллионов потратили, эти фонтаны бьют шоколадные, не знаю, цыгане танцуют, это танцуют, то есть все там торты раздают, бьют там фонтаны из этого шампанского. Это излишество, а человек хочет себя показать Богом, он такой всемогущий. А сколько людей голодных? А сколько людей ложатся голодными спать? А ты этот шоколад завтра выкинешь, потому что эти фонтаны и прочее, прочее, которые так бьют, и все это выливается, это излишество. Радуйся. Но лишнее не позволяй, потому что если ты излишество позволишь, тебя боги наказывают, что ты не бог. Ты не имеешь права на такие шикарные вещи. А теперь вспомните, сколько было людей, которые вот такие шикарные свадьбы сыграли и разошлись. И очень рано, очень быстро разошлись. А сколько было людей, которые скромно праздновали свадьбу, очень счастливы, живут по сей день. Откуда это, дорогие друзья? Человек должен радоваться, он должен радовать своему труду, драгоценностям, одежде, домам, своим там машинам. Но он не должен терять голову, он не должен терять меру. Если он теряет меру, он может быть наказан. Если нужда в этих шоколадных фонтанах нету, сколько детей шоколад не могут купить себе, позволить, родители бедно живут. Нельзя этого делать. Понимаете? То есть радуйся жизни, но меру не теряй. Потому что как только ты меру потерял, тебя сразу же вернут обратно. Ты не бог. Ты не можешь такие пиры закатить на весь мир. Ты не вправе. Многие, которые своим детям такие шикарные свадьбы отпраздновали, дорогие друзья, через очень короткое время разорились. Очень короткое. Просто остались ни с чем. Это тоже имейте в виду. И своих детей не балуйте, что вот у тебя свадьба, там будут, не знаю, лебеди прыгать и скакать. Все будет, но в меру. В меру. Так, чтобы люди были довольны, кушали, пили, танцевали, радовались, чтобы во всем было все полно, но в меру. Вот и все. Вот так и учите и себя в том числе. Теперь перейдем уже к работам. Откройте эти лекции насчет денег, пересматривайте много раз, у вас будут меняться мировоззрение, вам легче станет, у вас страха не будет. Стоит, почему нет? Чистка не мешает. Ян, только удаляй, не блокируй, просто удаляй сообщение. Нет, не мешает чистка. Так, давайте начнем, дорогие друзья. Значит, первый у нас идет. Если есть книги, откройте. Если нет, значит, я сама буду говорить, как бы диктовать, а вы за мной повторите просто и сделайте эти все. Все, будем знать. Строгий наш гестапо ходит тут. Дядя Берия
не забывает о своем положении. Вы уж извините, я все-таки открою окно. Правда, жарко. Не могу. Жарище. Так. Не особо-то шумно, надеюсь, правильно? Не так уж шумно. Да, Перья тут ходит. Очки свои надела и давай. Так. Да, освободил Иван-царевич Василису Прекрасную и давай на ней жениться. Сейчас я пока буду искать. Знаете, такой анекдот. Все народы собрались и спрашивают, интересно, кто самый тупой народ в мире? Чукча поднимает руку, ему говорит, что такое, товарищ Чукча? Он такой, можно я скажу, однако? Ну, говорите. Самый тупой народ, однако, армяне, однако. Ему говорят, ты чё, Чукча, ты чё попутал? Ты чего это? Как это армяне самый тупой народ? Ты вообще знаешь, слышишь себя? Говорю, однако, самый тупой народ, однако, армяне, однако. А ты можешь доказать, что это армяне самый тупой народ? Чукча говорит, могу, однако. Вот у меня сосед армянин уже 10 лет к моей жене ходит, однако. Я ему говорю, это моя жена, не твоя жена, однако. А он не понимает, однако, тупой, однако. Так что самый тупой народ армяне, однако. Понимаешь? Сказано человеку, это моя жена. Ты не понимаешь, нет? Вот тупой же. Готовьтесь, однако. Да. Начнем. Так, первое. Сейчас еще раз открою. Я уже потерялась. Ритуалы для всех. Книгу открываем. Страница 45. Ну вот с этой книги. Иди сюда, Пуся. Этот ритуал у нас полыновские гуси украли, однако. И в своей тетради еще написали чин-а-чин. Я говорю, вы вот настолько вот противно вот это воровство. Я говорю, вы хотя бы знаете, что такое чин-мачин? Перепутали хотя бы так. Что такое хоть чин-мачин? Вот украли, а даже не знаете, ну, как бы, значение вот этого слова. Чин-мачин – это Южный, Северный Китай, который издревле считалось, ну, оттуда же везли шелк. Считалось, что там просто богатство льется рекой. И в армянских заговорах чин-мачин – это как олицетворение богатства. И вот взяли чин-а-чин, написали и думают, ой, как хорошо. Начали. Так, нужно положить руки на деньги и повторять за мной. Чин и мачин, небо и земля. Чин и мачин, небо и земля. Чин и мачин, небо и земля. Нет, можно при включенном свете. Еще раз начали, готовьтесь. Чин и мачин, небо и земля. Чин и мачин, небо и земля. Чин и мачин, небо и земля. Шел без салтан по полю костяному. Носил мешок на спине, в мешке злато да серебро. Как у того беса турецкого полно злата, серебра и всякого добра, так и у меня. Полны закрома, амбары полны, столы ломаются от явств, кошельки полны, хоромы богаты, у меня полно злата. Чин и мачин, чин и мачин, чин и мачин, без турецкий. Как ты богат, так и я буду богата. Заклято, заклято, заклято. Там некоторые действия, здесь мы просто читаем вместе. Еще раз, второй раз читаем.
Чин и мачин, небо и земля. Чин и мачин, небо и земля. Чин и мачин, небо и земля. Шел без салтан по полю костяному, носил мешок на спине, в мешке злато да серебро. Как у того беса турецкого полно злата, серебра и всякого добра, так и у меня. Полны закрома, амбары полны, столы ломаются от явств. Кошельки полны, хоромы богаты, у меня полно злата. Чин и мачин, чин и мачин, чин и мачин, без турецкий. Как ты богат, так и я буду богата. Заклято, заклято, заклято. Еще раз. Чин и мачин, чин и мачин, чин и мачин, небо и земля, небо и земля, небо и земля. Шел без салтам по полю костяному, носил мешок на спине, в мешке злато да серебро. Как у того беса турецкого полно злата, серебра и всякого добра, так и у меня полны закрома. Амбары полны, столы ломаются от явств, кошельки полны, хоромы богаты, у меня полно злата. Чин и мачин, чин и мачин, чин и мачин, без турецкий. Как ты богат, так и я буду богата. Заклято, заклято, заклято. Успеете. Достаточно того, что вы слушаете меня и вместе со всеми повторяете. Еще раз напомню вам, не забудьте сфотографировать свои алтари. Будет интересно на самом деле посмотреть. Итак, второе начнем. 51-е. Да, и можно Яне на WhatsApp кинуть, а потом мы... Отключилась, ничего страшного, не переживайте. Сила, потому что сильная, вот и отключилась. 51-я страница той же книги «Ритуалы для всех». Если нет, за мной повторяйте. Про старика-казначея, дорогие друзья. Это с кошельком проводится. Берете кошелек. Вот мой кошелек. Сейчас. Вот. Проводится на кошелек. Так положу. Вот так открывайте. Можете помахать. Значит, или можете вот так вот в руке держать. Господи, да, зажгите свечи, зажгите. Итак, денежный старик – это некая такая субстанция, сила, которая считает ваше богатство и имущество. И если у него просить, то он их будет приумножать и следить за тем, чтобы оно не тратилось напрасно, куда попало. Итак, держим кошелек в руках. Или можно денежную сумму и читаем. Послушайте меня. Вы не дети первого класса, чтобы я медленно читала или немедленно. Вы взрослые люди, уже за 50-60 лет многим. Вы не детки, понимаете, чтобы диктант там писать и медленно диктовать вам. Вы взрослые люди, вполне способны за мной повторять, если знаете русский язык. Есть в древнем лесу дубовая поляна. В той поляне стоит дуб-мудрец. Под дубом изба. В ней сидит старик-казначей. У него седая борода до пола. Сидит он молча, в руке перо.
На столе летопись. В той летописи сумма всех вселенских денег. Считает, пересчитывает, знает все расчеты, знает все затраты. Жадный он старик, собирает деньги, но никому лишние не дает. На излишество не тратит, только нужные. Старик казначей, пересчитай мои деньги, приумножай, но на ненужные тратить не давай. Ставь запрет на ненужные затраты и приумножь нужные покупки. Прошу и заклинаю. Истинно. Еще раз. Есть в древнем лесу дубовая поляна. В той поляне стоит дуб-мудрец. Под дубом изба. В ней сидит старик-казначей. У него седая борода до пола. Сидит он молча, в руке перо. На столе летопись. В той летописи сумма всех вселенских денег. Считает, пересчитывает. Знает все расчеты. Знает все затраты. Жадный он старик. Собирает деньги, но никому лишнее не дает. На излишество не тратит, только на нужное. Старик-казначей, пересчитай мои деньги, приумножай, но на ненужное тратить не давай. Ставь запрет на ненужные затраты и приумножь нужные покупки. Прошу и заклинаю. Истинно. Достаточно. Можете убрать. Под прямым эфиром Яна потом выложит все эти ритуалы. Можете не переживать. Кто не успел, может отдельно сделать. Единственное, что такой силы уже не будет, как все вместе, да? Далее открываем 55-ю страницу. Сокровище фортуны. Итак, можете просто положить руку на деньги и за мной повторять. О богиня счастливой судьбы, хозяйка вселенского богатства, получаю я удачу, деньги, золото в придачу, получаю от раза к разу по священному указу твоему. Ты меня благослови, мне везение подари, фартом, славой одари. Получаю от раза к разу по священному указу твоему. Деньги пусть текут рекой. Я отмечена судьбой. Я в почете день и ночь. Я, фортуна, твоя дочь. Получаю от раза к разу по священному указу твоему. Мои деньги все идут. Нет им края. Нет конца. Сердце и душа все ждут только доброго гонца. Получаю от раза к разу по священному указу твоему. Будут деньги, будет слава, будут и дары,
и явства, будут и меха, будут соболя, будут и дома, будут и машины, будет и богатство, венчание на царство. Получаю от раза к разу по священному указу Твоему. Да сбудется истинно заклято. Это очень сильная работа. Еще раз прочитаем, вполне достаточно, потому что меня затрясло. Хотя и мое это. Еще бы не завидовали такие сильные работы по сравнению с их этой фигней, которая там с банками и крышками выдают народу. Ой, ладно, все. Начали. О богиня счастливой судьбы, хозяйка вселенского богатства, получаю я удачу, деньги, золото в придачу, получаю от раза к разу по священному указу Твоему. Ты меня благослови, мне везение подари, фартом, славой одари. Получаю от раза к разу по священному указу Твоему. Деньги пусть текут рекой. Я отмечена судьбой. Я в почете день и ночь. Я фортуна Твоя дочь. Получаю от раза к разу по священному указу Твоему. Мои деньги все идут. Нет им края, нет конца. Сердце и душа все ждут только доброго гонца. Получаю от раза к разу по священному указу Твоему. Будут деньги, будет слава, будут и дары, и яства, будут и меха, будут соболя, будут и дома, будут и машины, будет и богатство, венчание на царство. Получаю от раза к разу по священному указу Твоему. Да сбудется истинно заклято. Ой, немного голова слегка закружилась. Пойдемте далее. Так. Это хорошо, дорогие друзья, зато потом резко откроется вот этот момент удачи, и вы почувствуете на себе это. Так. Где мы? Значит, живи богато. Вот из этой книги теперь. 31 страница. Ну, это для тех, у кого есть эта книга. Нет, значит, за мной повторяйте, ничего страшного. Они есть и в интернете, можно их найти, просто их надо знать, где найти. То есть набрать и найти. 31 страница. Так. Денежный круг фортуны. Вот. Постарайтесь из этих денег сделать такой круг рядом. Ритуаль немножко по-другому. Здесь можно вот так сделать самим. Просто, чтобы получился круг денежный. Вот так вот. Да, благовоние можно включить. Но если у вас там включается, если у вас пахур такой электрический, то включайте. Если нет, зажгите.
Так, вот таким образом. Ничего страшного. Какие есть деньги, такие положите на алтарь. Здесь тоже небольшие деньги. Здесь в основном мелкие купюры. Вот так. Разложили? Начинаем читать. Доброй ночи. Можно и на фото положить. Начали. Обращаюсь я к великой судьбе. Госпожа Фортуна, богиня удачи, благослови сей круг. Деньги идут нескончаемым потоком по кругу. Идут и идут. Благослови сей круг, Фортуна. Прошу и заклинаю. По кругу иду. Так, секунду, я забыла. Здесь мелочь нужна еще, которым будем ударять по деньгам. Ничего страшного, вытаскивайте мелочь. Я заранее говорила готовить. Вот у вас он должен быть. Да. Можно даже как бы и такие взять купюры. Вот. Ударяя мелкими деньгами по большим деньгам, вы как бы приводите их в смятение. Они должны стесняться, и их должно стать больше, еще больше. Мелочь берете и бьете по большим. Вот так. Малый большего побил. Малый большего побил. Малый большего побил. Юг, запад, север, восток. С каждой стороны света. Потоки денег мне в карман. По кругу иду, меньшими больших бью. Опять берете эти монеты и бьете по большим деньгам. Вот так. Малый большего побил. Малый большего побил. Малый большего побил. Силой денег осеняю себя. Дождь золотой призываю. Круг свой освещаю. По кругу иду. Меньшими больших бью. Пробуждаю денежную силу. Опять взяли. И ударяем по большим деньгам. Малый большего побил. Малый большего побил. Малый большего побил. Малый большего побил. По приказу Фортуны да сбудется сказанное. Заклято. Дорогие друзья, все, кто занимается торговлей, вообще для них, вот это древняя традиция бить деньги. Перед тем, как начать торг, они брали мелочь, начинали бить по большим деньгам. И в этот день мелочь дорастала до больших денег. Вот так. Малый большего побил, малый большего побил, малый большего побил. По маленьким деньгам бить по большим деньгам означает разозлить деньги, чтобы они пробудились, их стало еще больше. И чтобы они справились с этими малявками. То есть пробуждать, чтобы их стало больше. Понимаете? И каждая копейка станет больше. Добрый вечер. Давайте еще раз прочитаем. Мелочь, деньги и ударять по деньгам. Попробуйте начать свой день торговый вот с этого ритуала. И вы увидите в день, сколько продадите. Да просто бить деньги с утра. Это очень древняя традиция, которую я внедрила в свои ритуалы. Многое в моих ритуалах очень древняя традиция, поэтому они и работают. Потому что для того, чтобы знать это все, нужно мозги иметь, нужно иметь знания. Не у всех же это есть, правда? Добрый вечер. Начали.
Обращаюсь я к великой судьбе. Госпожа Фортуна, богиня удачи, благослови сей круг. Деньги идут нескончаемым потоком. По кругу идут и идут. Благослови сей круг, Фортуна. Прошу и заклинаю. По кругу иду, меньшим больших бью. Пробуждаю денежную силу. Малый большего побил. Малый большего побил. Малый большего побил. Юг, запад, восток, север. С каждой стороны света потоки денег мне в карман. По кругу иду, меньшими больших бью. Пробуждаю денежную силу. Малый большего побил. Малый большего побил. Малый большего побил. Круг мой, Фортуна, благослови. Силой денег осеняю себя. Дождь золотой призываю. Круг свой освещаю. По кругу иду. Меньшими больших бью. Пробуждаю денежную силу. Опять берем. Малый большего побил. Малый большего побил. Малый большего побил. По приказу Фортуны да сбудется сказанное. Заклято. Если у вас даже времени нет делать ритуал, вы просто можете взять мелочь, там 5000 или 1000, или 100 не очень годится, лучше большая купюра. Вот так ложите и начинаете бить малыми деньгами. И говорите: сегодня малый большего побил. Малый большего побил. Малый большего побил. И к концу дня вы увидите, как ваша прибыль поднимется. Потому что вы пробуждаете эту силу, злите деньги, и их становится больше, для того, чтобы победить вот этих малышей. Понимаете? Эти секреты знали купцы. Купцы вообще много чего знали. Много денежных примет. Это все применяли в своей жизни, в своей торговле. А кто знал эти правила, тот был всегда удачливый купец. Понимаете? Кто-то мог открыть, делать, но у него лавки не работали. А кто-то особо-то ничего не делал, но он был очень такой, скажем так, любимец фортуны. Так вот, у купцов были свои тайны, свои секреты. И они этим пользовались. Другой есть денежный бог. Откройте, посмотрите, как надо делать. Денежный бог на монету. Если вы торговлей занимаетесь. Так вот, бог денег будет всегда на вашей стороне. У вас всегда будет прибыль. Ну, откройте, посмотрите, я же вам дарю столько. Не просто же так. Откройте вообще мою лекцию «Как помочь себе». Там все ритуалы разложены перед вами, все сказано, где найти, как найти. Далее, в книге «Живи богато». Пожалуйста, живи богато. Дом полная чаша. Плохо, идите воды выпейте. 34-я страница. Конечно, сильные. Так, это у нас «Живи богато». 34-й. Может, я не туда смотрю? Нет. Где у нас дом полной чаши, Ян? Это у нас, наверное, не в «Живи богато», а «Магия жизни». Да? Да, 37-я. Значит, неправильно я написала, точно. Сейчас найду. Елинкот. Нет, Елинкот не тот. Все правильно, 37-я страница, все правильно. Господи, ну закашляли вы в конце ритуала, ну пернули вы один раз в конце ритуала, извините за выражение. Ну не трагедия же, да ёпрст. Вот я закашляла в конце ритуала, какой кошмар. Прекращайте всякую херню связывать
с ритуалами и с магией. Дорогие друзья, ну, перестаньте уже, ёпросты. У кого-то голова болит, у кого-то, может быть, мигрень. Всякое бывает. Но это же не значит, что из-за ритуала, то, что вы в конце закашляли, все, трындец. О, хватит, ну. Как там наш сосед говорил, перестаньте, ну. Так. Это вот, смотрите, вот так вот берете эти украшения, так затрагивая. Но я здесь не буду шуметь, а вы у себя вот так читая можете вот так вот. Или положить руки на украшение и читать. Не надо все связывать и во всем видеть трагедию. Мы живые люди. Мы живые люди, у нас может что-то болеть, и что-то голова закружится, и чего только не может быть. Но это же не значит, что все, трындец. За мной пришли, да, тушите свет. Не отвлекаемся, товарищи. Начали. Повторяйте. Да, обратно в кошелек, конечно. Солнце на восток. Да, вот как в этом фильме, да? Тут болит, там болит. Там болит, тут болит. Начали, товарищи. Солнце на восток, а слова мои великим силам судьбы. Благословите камни да металл, меха да шелка, мои закрома. Да ломятся от богатств мои сундуки, да лопается кошель от денег моих. Да будет мой дом полная чаша. Телесные украшения, что я купила, что мне дарили, камни, меха, шелка да металл, сотни раз умножьтесь. Да будете служить мне верой и правдой. Защитите тело, обогатите дом, улучшите судьбу. На том и порешим. Дух Кишмат, мое добро множь, благослови, истинно сбудется. Еще раз. Кишмат – это добрая судьба, доля богатая. Восточное слово. Солнце на восток, а мои слова к великим силам судьбы. Благословите камни да металл, меха да шелка, мои закрома. Да ломятся от богатств мои сундуки, да лопается кошель от денег моих. Да будет мой дом полная чаша. Телесные украшения, что я купила, что мне дарили, камни и меха, шелка да металл, сотни раз умножьтесь. Да будете служить мне верой и правдой. Защитите тело, обогатите дом, улучшите судьбу. На том и порешим. Дух Кишмат, мне добро, мое добро множь, благослови, истинно сбудется. Позвольте, я два слова скажу тем людям, которые говорят о том, что меха носить бесчеловечно, вот животные же лучше сделать искусственные. Вот сейчас делают такие искусственные синтетические вещи, которые от настоящего не отличить. Зачем губить живую природу, животных и так далее. Во-первых, хочу сказать, я против жестокого убийства зверей. Но я считаю, что если умертвить зверя гуманно,
А есть такие способы, чтобы зверь не чувствовал этой боли. Мех мы носили, носим и будем носить всегда. Наше тело требует согрева. Мех экологически чистый. Мех притягивает богатство. Он насыщен силой богатства. А теперь для этих умников, которые говорят, да, он сильный, Марк. Умники, которые говорят, что надо делать синтетический мех. Скажите мне, пожалуйста, вы представляете, сколько химзаводов будет построено для того, чтобы сделать этот синтетический мех и кожу? И сколько живой природы погибнет? Дорогие друзья, те, которые древние люди, они были не дураки. Регулировать надо численность животных, это раз. Во-вторых, это фермы, в которых воспроизводят этих животных. Они рождаются, живут спокойно, сыто и умирают. А теперь я вам говорю, вы говорите, мы защитники животных, вот надо химическое, надо делать волокна, надо искусственно делать. Скажите мне, пожалуйста, искусственный мех делая, сколько химзаводов будет построено и сколько животного мира будет загублено? В то время, когда подобных животных просто выращивают в фермах и отводят их на мех. А сейчас вы представляете, сколько химзаводов, химических волокон будет построено для того, чтобы лить каучук, для того, чтобы изготавливать искусственную кожу, мех и так далее, и так далее. Тогда мы загубим как раз мир животных. Так вот, умеренно таким образом в фермах выращивая и пуская на шубу, намного гуманнее, уважаемые, чем если мы будем строить химзаводы, чтобы заменить настоящую кожу, настоящую шубу. И, между прочим, будем травиться, потому что химическая, синтетическая вещь, она отравляет. Это все искусственные красители. Вот и все. Давайте не будем. Если планета даже от нас избавляется, когда нас становится слишком много в одном месте, она создает оползни, она создает землетрясения, там, цунами, избавляется от людей, чтобы меньше сделать количество, то почему человек не может регулировать рождаемость в дикой природе? Вы знаете, что из-за того, что сколько лет было вообще запрет на охоту на волков, в Армении эти волки уже домой ходят, чуть ли не воруют гусей у людей на глазах. Вы предлагаете открыть химзаводы и губить живую природу ради того, чтобы носить синтетические вещи? Так зачем? Ведь эти меха дороги, к ним надо стремиться. Не каждому они по карману, и их не так много. Это значит, что регулируется экономика, регулируется рождаемость животных, и они в фермах производятся, уважаемые. В фермах это не голодные животные, которых вы ловите там по лесам, вот поймали последнюю лису, содрали шкуру и сделали шубу. Нет, это фермы, а в этих фермах они сытно живут. И вот потом их там, по-моему, что-то там им колят, отключают. Так вот, ваши вот эти химзаводы, которые должны создавать искусственные шубы, они как раз и сгубят эту природу. Понимаете, уважаемые? Да, им шубу подари, они до небес будут прыгать. А так, шубу носить. Прекращайте. Шубу носили, носят и будут носить всегда. Потому что животное создано для человека. Хотите, прыгайте до небес. Понимаете? Животное создано для человека. Вот и все. У животного нет того интеллекта, что есть у человека. Он не понимает, что такое родственники, любовь, родина, счастье и так далее. Это все-таки живое существо. Я за то, чтобы его умерщвляли гуманно, без боли. Я абсолютно против насильственного, бесчеловечного умерщвления. Но когда вы говорите, то же самое собаки, на улице бегают собаки, стая собак нападают на детей. Лучше этих собак пристрелить, избавить их тоже от боли и от трагедии избавить, чем... Потому что собака, которая ест человека, это уже зверь. Это не собака, это волк. Его надо убрать, эти стаи. Если не дают денег, хотя бы нужно их убрать, чтобы обезопасить планету. Без мяса мы помрем. Люди, которые не едят мясо вообще, они рискуют когда-нибудь остаться просто
знаете, чуть ли не без костей. Мясо нам нужно для жизни. И животные нам нужны. Единственное, говорю, что мы должны быть людьми. Мы должны так сделать, чтобы животное боли не чувствовало. Например, вот на Кавказе ценились очень, сейчас скажу, как их называли-то, мясники, которые убивали без боли. Они знали такую точку, ударяли быстро. Корове, свинье, вот многие рассказывали, мой дед говорил. Вот они просто минуту ударяли просто в эту сонную артерию, все, он отключался и тут же падал. То есть он даже не понимал. Вот таким образом умерщвлять животное надо уметь, надо вести себя по-человечески. Но сказать, что да, сказать, что их есть нельзя. Я вам приведу один пример из Корана. Я не религиозный человек, но я считаю, что все книги, которые созданы, да, они несут какую-то философскую информацию. Когда пророк Мухаммед пришел к своему другу, и тот пригласил его за стол и радостно побежал, значит, резать барана, и случайно он вышел на балкон и увидел, как человек связал животное, положил, и рядом перед его глазами точит нож. И он подошел, развязал животное и отпустил и сказал: почему ты так бесчеловечно поступаешь? Почему ты даришь животному две смерти? Убиваете животных так, чтобы они не видели это и не чувствовали боли. Вот, понимаете, вот о чем речь. Перед его глазами точить нож, он разумный, он понимает, что его убьют. Но делать так, чтобы он даже не понял, что его собираются убивать. Во всем должна быть гуманность, человечность, понимаете? Когда шаманы шли на охоту со своим племенем, они просили прощения у души животных и убивали без боли. Вот это главное. Лишать жизни животных без боли. Вы вообще понимаете, что будет с людьми, если мы не будем регулировать численность животных? Нам места не останется на планете. Что с ними будет? Да даже с травоядными, если мы будем церемониться. Человек – высшее создание. Именно поэтому он не должен вести себя как животное. Он должен вести себя гуманно. Убивать гуманно. Но носить мех и прочее – это нормально. Это дано нам испокон веков. И должно быть, понимаете? Так что, уважаемые эти орущие, что надо носить искусственный мех, искусственные синтетические вот эти вот волокна вызывают рак. Рак груди, рак дыхательной системы, чтобы вы знали. Да, убивать гуманно. Что, смешно? Смешно, иди смейся в другом месте, дура. Но если будут созданы эти химзаводы для вашей искусственной вот этой всей ерунды, то сгубится больше природы, чем сейчас есть. Потому что сейчас их выращивают в фермах, повторяюсь. Это не дикие животные, которых мы ловим, и просто их численность заканчивается на этом. Это фермы, уважаемые. Вот и все. Я об этом говорила и снимала много раз. Откройте, посмотрите. А теперь зарядочную принесу и сделаем последнее. Так. Секунду. Угу. Все открылось. И кроме того, говорят, вот эксперименты там над животными, бесчеловечно, все. А над кем проводить? Над людьми проводить эксперименты или пробовать лекарства? Над человеком? Естественно, проводится над крысами, над кроликами, чтобы потом знать, как вас всех лечить. Над человеком это проводить? Это будет нормально над человеком провести?
сравнили мышей, крыс и человека. Пойдемте далее. Дорогие друзья, это ритуал для тех людей, которые работают за границей. Или, скажем так, или для тех людей, которые, откладывают доллар, или в долларах они, в общем, доллары. Вот, например, я работаю с долларами, хотя я получаю плату в деньгах, в рублях, но работаю с долларом. С долларом у меня хорошее взаимопонимание. Вот так вот получается, что мы с ним нашли общий язык. Доллар у меня хорошо получается с долларом. Моя работа. Я люблю доллар. Хотя копится в рублях. То есть приходит на карту в рублях, но оплачено долларом. Про сок здесь не сказано. Здесь без сока мы проводим, потому что я в начале эфира сказала, некоторые ритуалы немножко видоизменены. С евро можно, какая разница? Но вот здесь деньга заморская, должно быть евро или доллар. Потому что это заморское. Да, евро тоже не очень. Видимо, потому что евро не очень давние деньги, и поэтому у него как бы энергия слабее, чем у доллара. Да что ж такое? Сохраню, естественно. Эти работы уже давно были выставлены, они и так есть, дорогие друзья. Да что с этим экраном? Погодите секунду. Мне нервирует. Во, все. Теперь смотрите. Либо вот вы со стороны дверей создаете такой коридор денежный, вот так вот, до своей фотографии. Если у вас нет фотографии сейчас, значит, смотрите, вот этот коридор создаете таким образом. Вот так разложили, да? Потом вот так и к себе. Вот так. Надеюсь, всем видно. Вот подобным образом, чтобы от дверей шло к вам. Вот это вот. Нет, здесь доллар нужен, Ян, потому что это будет деньга заморская, то есть деньги с другой страны. Поэтому это подходит людям, которые, в принципе, все люди могут копить в долларах, да, и так далее. Сказано вам, еще раз повторяюсь, это должен быть доллар или евро, потому что это заморская деньга. Проведите потом, если нету. Ой, все, хватит. Бумажек столько, сколько хотите. Что за АУ, мадам? Это что за АУ? Исправьте немедленно. Это АУ. Да, бумажки здесь не нужны. Так, 57-я страница. Заморская деньга. 50. Да что ж такое? Я новый, наверное, посмотрела. Погодите. Сейчас посмотрю. У нас тут, наверное, чуть-чуть отличается, потому что мы немножко дизайн поменяли. Должно быть здесь. Так, ну-ка, найдите-ка заморскую деньгу. Где у нас тут? Нет, не здесь. Где у нас заморская деньга, Ян? Может, я просто не там, может, магия жизни там. Так. Нет. Деньга заморская. Поищу, найду, просто сейчас некогда искать. Куда же, как же я не так написал-то, товарищи? Так. Магия жизни, да, вот ищу. Страницу неправильно отметил. Нашли? Да, я знаю, 57-я. Вот что-то я не могу найти. Погодите. Не коридор из денег, а дорога. Коридор здесь ни при чем. Коридор это между зеркалами получается. Здесь дорога, денежная дорога к себе. Призвать доллар, да, значит, здесь немножко по-другому написали.
Точно, точно, все правильно. Да. Не заморская деньга, заморская это другое, тоже с долларом. Представляете? Ой, блин. Стыдобища. Погодите, сейчас найду. Название перепутала. У меня два ритуала с долларом. В принципе, много, но в любом случае. Два таких именно с долларом. Так. Да что ж такое? Так, сейчас поищу, секунду. Может, белого кота. Вот я тоже не могу найти. Ответила, я не могу найти в своей книге. Ничего страшного, время есть, пару минут поищем сейчас. Пожалуйста. Книги «Ритуалы для всех». А, все, блин. Вот, книгу неправильно написала. Не «Живи богато», а «Ритуалы для всех». Все, вот. Все, теперь поняла, товарищи. Извиняюсь. Нашла все. Нет уж, деньга заморская все-таки. Не доллар призвать. Доллар призвать, он совсем другой. Может, чем-то схожесть, потому что доллар, но нет. Вот смотрите, начали. Да, блин, вот так вот. Ритуалы для всех. Страница 57, ну вот 50, на 58 ритуал. Вот так делаем себе дорогу. О, Господи. Нет, не можно. Доллар здесь должен быть доллар. Начнем. Посылаю я гонцов своих из дома моего на все 4 стороны света. Кричу, выкликаю, к себе призываю. Заманиваю, задабриваю. Деньгу заморскую. Деньга заморская, всеми путями найди ко мне дорогу. Через вторые руки пройди, да ко мне приди. 4 всадника по всему миру умчались, да деньгу заморскую ко мне примчали. Реки падают в море, горы рождают потоки, а деньга заморская в мой дом стекается. Заморская деньга, со всех оторвись, да ко мне прилипни. Заклято. Еще раз. Посылаю я гонцов своих из дома моего на все 4 стороны света. Кричу, выкликаю к себе, призываю, заманиваю, задабриваю деньгу заморскую. Деньга заморская, всеми путями найди ко мне дорогу. Через вторые руки пройди, да ко мне приди. 4 всадника по всему миру умчались, да деньгу заморскую ко мне примчали. Реки падают в море, горы рождают потоки, а деньга заморская в мой дом стекается. Заморская деньга, со всех оторвись, да ко мне прилипни. Заклято. Поскольку сейчас выбрала сильный ритуал, да, не все, в принципе, сильные, и мы проводим много тысяч человек вместе, поэтому я считаю, что вполне достаточно того, что мы с вами провели. Но напоследок хочу провести с вами ритуал «Заговорить бриллиант».
Все нормально, и этого достаточно. Дорогие друзья, во-первых, еще раз напомню вам, что вы можете... Хватит, что с кофе, что с этим, что с тем. Кофе оставляется на один день, на следующий день выливается. Об этом сказано уже много раз. Во-первых, сфотографируйте свои алтари и отправьте Яне. Мы создадим клип, и потом ваши алтари пригодятся нам. Мы можем внедрить, например, в книги, как работы, скажем, наших зрителей. Второе. Сейчас у кого есть бриллиант, возьмите в руки, будем заговаривать бриллиант. Я об этом уже говорила и повторяюсь. Бриллиант – это камень, который любит роскошь. Если у человека появляется один бриллиант, через некоторое время появится еще один. Еще один, еще один. Бриллиант любит окружать себя роскошью. Бриллиант не любит одиночество. Поэтому, если у вас появился бриллиант, то значит скоро будет еще что-нибудь стоящее в жизни и так далее. Это такой камень своеобразный. Итак, нет, серебро не можно. Должно быть золото и бриллиант. Потому что мы сейчас заговариваем камень, бриллиант и более ничего. Итак, заговорить бриллиант. Берем бриллиантовое изделие и над ним читаем. Вот он, бриллиант. Пошла нахер, Ангелина. Давай, иди в жопу. Ты можешь не верить, поэтому можешь сдохнуть, как нищебродка под заборами. Ты можешь не верить. Тебе можно не верить. Начали. Мария, если нет бриллианта, значит, надо стремиться, чтобы он был. А потом уже взять и начитать на него. Все. О адамант, рожденный по воле богов, окаменелые духи богатства в тебе. Навеки они там поселились. Тебя на удачу боги благословили. И венценосным в дар подарили. О адамант, ты красовался на коронах царей, ханов и кесарей. О адамант, дитя богов, даритель славы, богатой доли, раздолья и воли, возможностей в жизни, даров и имущества. Я заклинаю тебя через твое могущество. О адамант, всеми титулами твоими, алмаз, бриллиант, тяни богатство в мои закрома. Камень божественный, даритель удачи, наполни мои сундуки сукном, мехами, шелками, золотыми дарами. Пусть моя жизнь будет вечный праздник, роскоши и счастья.
Пусть алмазный дождь и золотой ветер наполнят дом всеми дарами на свете. Пока, адамант, ты сверкаешь, пленишь. Секунду, потеряла. Да что ж такое? Наполни мою жизнь дарами. Да будет отныне царское житье, чтобы в деньгах, в делах, во всем мне свезло. Сверкай, адамант, алмаз, бриллиант. Сверкай да сверкай, а мне богатство в жизнь привлекай. Сверкай среди мехов, шелка, жемчугов. Фу, блядь. Сука. Вот ей интересно, мужские печатки можно женщине носить? Твою мать. Дальше продолжаем. Внизу выложим, сделайте этот ритуал. Это сильная работа. Средь золота, средь камней моих, среди моих домов царских, дорогих. Тяни роскошь мне в роскошной, в роскоши сверкай, сверкание мне в жизнь деньги привлекай. Да будет так. Заклинаю адамантом, алмазом, бриллиантом. Духа богатств призываю, себя на богатую жизнь и достаток навеки вечные благословляю. Истинно так и так будет. А теперь отвечу этой суке, которой очень интересно, мужские печатки можно носить. Значит так, овца, это не мужские печатки, это называется унисекс. Их носят и женщины, и мужчины. Дошло? Доперло? До свидания. Вот обязательно какой-нибудь чмо полезет и все испоганит своими тупорылыми вопросами. Твою мать! У тебя не будет ни мужских печаток, ни женских, ни среднего рода. Не переживай. Тебе не придется думать, носить или нет. Потому что их у тебя ни хера не будет никогда. Живность как надоели уже. Фу, блин. Много становится народу, но иногда страдает, знаете, качество, просто качество зрителей страдает. Народу становится много, но тащится сюда всякое быдло. Я сама решу, на кого обращать внимание. Так, дорогие друзья, эти ритуалы, которые я... Пошел нахер, она тут еще сидит, это чмо. Эти ритуалы, они взяты из книг, потому что я, во-первых, хотела в своем месте провести, во-вторых, усилить, поскольку много людей будут проводить ритуал, естественно, он будет сильнее работать. И в-третьих, я просто, скажем так, хотела вам напомнить, насколько много ритуалов созданы для вас. Понимаете, чтобы вы помнили эти ритуалы, знали и брали, просто делали. Все эти ритуалы уже есть, многие из них опубликованы. Внизу Яна выложит эти ритуалы, можете взять и провести. Часто делайте, потому что силы удачи, они капризны, дорогие друзья. Их нужно все время обновлять. Они нуждаются в постоянном обновлении.
Если вы хотите, чтобы у вас все время получалось, и с деньгами, и с делами, все время обновляйте. Так положено, так надо. Эти силы любят брать определенную энергию, взамен давать то, что мы хотим. А потом они обогащаются энергией счастья. То есть плата этим силам – это энергия везения и счастья. Это очень сильная энергия, это как аккумулятор для них. За счет чего силы существуют. Для чего они дарят человеку? Чтобы получить эту энергию удачи взамен, обратно. И тем самым питаться, понимаете? А для того, чтобы их подпитка была всегда, они все время вам будут давать. Вы должны просить. Пока вы не попросите, силы не влезут в вашу жизнь. Они демократичны. Они не будут вам помогать, пока вы не попросите. Просите. Даже в самые отчаянные моменты жизни, самые тяжелые, самые безысходные, постепенно подниметесь, вылезете из кризиса, если вы будете просить. Просто делать как положено. Вы сами заметите, как начнет вокруг вас меняться мир. Всем удачи, всех благ. Кто не успел, возьмите, сделайте. Внизу выложим, какие ритуалы здесь проводили, в принципе. Вы можете их найти. Если у вас есть книги, вы там найдете. Если нет, вы найдете в интернете. Вообще внизу я попрошу Яну, она выложит еще раз эти ритуалы, чтобы вы сразу могли найти их и использовать, ну, естественно, по назначению. Нет, в этом ритуале должно быть золото и бриллианты. Доходит до вас? Может, это очень хороший бриллиант, даже дороже, чем золото, но в этом ритуале должно быть золото и бриллианты. Всем удачи, всех благ. И потом напишите через несколько дней, как у вас все изменилось. Спасибо, Марк, спасибо, мне очень приятно. Я буду ждать. Нам просто будет интересно, как, что поменялось. Все. Всего хорошего.